Всем привет! Сегодня у нас второй расклад «Какое событие станет поворотным в твоей судьбе?». И прежде чем начать, сразу скажу, это колода Таро нейроведьмы и деда номер 4. Кто ее хочет, можете зайти в магический чат, вам там девочка распечатает, или возьмите макет на Бусти. Колоду можно продавать, зарабатывать на ней. Я ничего против этого не имею. Ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии. Итак, давайте-ка начнем наш расклад. Единички. Первая карта у нас для сигнификации, кто ты, что ты за человек. А тут даже говорить не нужно. Ты королева мечей, по гороскопу ты воздушный знак. То есть ты та женщина, которая вот прямо говорит и не церемонится. Острый ум у тебя. Ты быстро схватываешь суть и называешь, как говорится, вещи своими именами, не подбирая слов как дед. И многие ценят, конечно, твою честность, но иногда тебя считают резкой слишком. У тебя нет привычки обманывать, нет привычки юлить. Ты сразу правду в лицо говоришь, даже если она неприятная. Конфликтов ты не боишься, если они, конечно, нужны. И твоя сила, она в том, что ты умеешь лишнее отрезать. И не тащишь за собой вот этот груз ненужных обязательств. Ты не тот человек, кто вот будет годами терпеть там токсичные отношения, плохую работу. Ты скорее разорвешь все, как вот, как сказать, как целлофановый пакет, и начнешь с чистого листа. Минус твой: ты не можешь быть слишком жесткой с теми, кто тебе дорог. Иногда ты не останавливаешь, как сказать, вот ты пространство для ошибки не оставляешь. Требуя от них, от людей, которые тебя окружают, такой же собранности, что и у тебя. Нытиков ты не любишь. Вот эти, кто вечно ноет, но ничего не делает, ты их прям, как сказать, терпеть ненавидишь. Твое терпение, оно быстро заканчивается, если ты видишь вот эту беспомощность или там попытки манипулировать. Но зато на тебя можно в кризисные дни положиться. Ты не растеряешься и решение даже под давлением любое примешь. Так какое событие-то поворотным в твоей судьбе станет? Извиняюсь. Знаешь, поворотным будет такой момент, когда ты перестанешь цепляться за старые связи, которые тебя назад тянут. Речь про ситуацию, где ты встретишь человека, и это будет яркая, уверенная женщина, которая покажет тебе пример настоящей свободы. Она тебя не будет учить, она тебя не будет давить. Просто своим поведением она заставит тебя пересмотреть свое отношение с прошлым, понимаешь? Это будет или какая-то давнишняя подруга, которая появится неожиданно и скажет: «А ты что, еще вот это все терпишь?» Или это будет новая знакомая, которая живет так, как ты сама хотела бы, но не решалась. И она вот как раз вдохновит тебя на смелый шаг. Разорвать всю токсичную, как сказать, токсичные связи. Родственные, дружеские, любовные, неважно. Ты просто поймешь, что ты годы тратила на силы, да, на людей, которые не дают ничего взамен. И это будет не громкий какой-то скандал, это будет тихое твое, твердое решение. Перестанешь оплачивать долги там за кого-то.
вычеркнешь из жизни подруг, которые вечно ноют. И вот этот разрыв с токсичностью, это будет новой точкой отсчета. Ты просто начнешь строить окружение, где тебя уважают, а не используют. Какие сейчас предпосылки, что это событие произойдет? Ну, знаешь, предпосылка в том, что ты уже на пределе. Ты прям чувствуешь себя как загнанная лошадь. Денежные трудности, постоянные долги — все это выматывает. Близкие вместо того, чтобы тебя поддержать, либо на жалость давят тебя, либо требуют еще больше. У тебя, ты даже вот с мыслью просыпаешься, вот когда же это все кончится. Но ты продолжаешь тащить все на себе. У тебя ощущение, что ты одна против всех. Даже если вот люди вокруг формально, от которых, как сказать, помощи от них ноль. Сейчас ты в такой точке, где больно оставаться, но страшно что-то менять. И вот страх вот этот, он и держит тебя. Ты боишься, что ты, если перестанешь помогать, то тебе скажут там: ты черствая, ты плохая и так далее. Но знаешь, правда в том, что эти люди уже забрали у тебя слишком много. Как времени, так и денег, так и твоего здоровья. И ты сама загнала себя в ловушку, где твоя доброта, она стала оружием против тебя. И сейчас ты на краю. Еще вот чуть-чуть, и терпение лопнет. И вот именно вот эта усталость, она и будет толчком, когда ты поймешь, что терять уже нечего, и просто выберешь себя. Какой совет? Перестань закрывать глаза на новые возможности, на то, что тебя используют. Ты знаешь, ты зациклилась на проблеме и выхода не видишь, который прямо вот перед тобой стоит. Тебе и помощь предлагали, и участие в каком-то новом проекте предлагали, а ты отмахиваешься, потому что у тебя в голове все равно не сработает это все. Пора перестать отказываться из-за усталости или вот этого скептицизма. Включись в то, что дает ресурс, даже если это тебе кажется мелким и незначительным. Согласись там на сотрудничество, которое раньше недостойным тебя тебе казалось. Попроси помощь у тех, кто реально может ее дать. Не жди, что кто-то сам догадается, никто не догадается. Разбей большую проблему вот на шажочки, на маленькие, и делегируй то, что ты не обязана делать одна. Не можешь отказать прямо, начни с малого. Скажи там: я сделаю вот это только после того, как разберусь там со своими делами. Жди до пятницы. Или там жди до 1 января. И знаешь, самое главное, это тебе нужно перестать кормить тех, кто способен сам себя прокормить. Не оправдывайся, не объясняй. Просто займи свою территорию и работай в своих границах. Другие тебе не упали. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Кто ты, что ты за человек, сигнификация. Ну, знаешь, ты такой человек, который много внутри переживает, а снаружи ты стараешься лицо держать. Вот тревога, она стала твоим фоном. По ночам одни и те же мысли гоняешь, утром встаешь, уже устала. Ты как будто, вот знаешь, как будто во сне пашешь. Ты на себя слишком много берешь, потому что ты боишься кого-то подвести, там показаться ненадежной. Вот эта гиперответственность, твоя сильная черта, но она же тебя и душит. Ты можешь неделями копаться в этих прошлых ошибках и заранее бояться будущих провалов. И от этого у тебя просто не остается сил на настоящее.
Слабину ты себе не разрешаешь, просьбы о помощи тебе кажутся там стыдно. Отдых ты вообще воспринимаешь как лень. Ну, внешне ты собранная, но внутри у тебя вот этот ураган сомнений. Ты часто жертвуешь своими интересами, а потом ты злишься, когда другие этого не ценят. И дискомфорт ты годами можешь терпеть. Но в данный момент чашечка переполнилась. Какое событие это будет поворотным в твоей судьбе? Знаешь, перелом наступит, когда ты перестанешь прятаться от вот этих своих страхов и начнешь действовать вопреки им. Речь не про громкий там разрыв или переезд. Нет, все решится в тишине. Ты решение примешь, которое ты долго-долго откладывала. Уйдешь с токсичной работы, прекратишь отношения, где тебя просто не уважают. И займешься тем, о чем ты давно мечтала. Это выбор не будет из отчаяния. Нет, это выбор из четкого понимания, что так больше нельзя. Ты просто осознаешь, что многие твои страхи, они были только тенью. И, конечно, понадобится тебе смелость довериться своей интуиции, даже когда логика кричит про опасность, понимаешь? И поворотным станет такой момент, когда ты перестанешь запирать свои настоящие желания в эту клетку страхов. Подашь заявление на увольнение, которое вот тебя вымотала уже эта работа. Скажешь своему мужику правду, которую годами глотала. Это и будет поворотным моментом. Какие сейчас предпосылки, что это произойдет? Ну, знаешь, ты уже достаточно злости накопила и сил, чтобы сломать вот это все. Посмотри, стала чаще говорить «нет», где раньше вот молчала и соглашалась. Сейчас ты больше требуешь уважения там к своим границам, даже если это конфликт вызывает. Ты сейчас больше вот не готова мириться с тем, что твои интересы, они всегда на последнем месте. И вокруг уже появились люди, которые всерьез верят в тебя. Вот их поддержка — это будет твоя опора. Стабильность начал ты ценить, которую сама же и создаешь, а не ту, что тебе там навязали. Денежки начала копить, полезные привычки начали появляться. Четкое понимание, что не буду терпеть вот это. Все, вот это кирпичики для будущего твоего рывка. Ты просто вот перестала сейчас бояться брать ответственность за свою жизнь, даже если это значит, что против чужих ожиданий нужно идти. Это и предпосылки. Какой совет? Розовые с ними. И на факты смотри. Хватит вот витать в облаках, вот в этом вот «а что если?». Конкретный вариант берешь, работаешь с ним. На 10 там дорог, да, на 10 возможностей не распыляйся. Бери самую достижимую цель и бей в одну точку. Вместо того, чтобы там неделями представлять там идеальный сценарий, сама первый шаг сделай сегодня. Напиши на ту работу, на которую ты засматриваешься. Запишись там на пробное занятие по своему хобби. Открой там, как сказать, счет для накоплений. Перестань ждать вот этого одобрения со стороны. Тебе не нужен какой-то там разрешительный кивок. Твои эмоции, они важны, и не позволяй им, как сказать, парализовать тебя. Это ты должна ими управлять, а не они тобой. Паника накатывает. Задай себе простой вопрос. Что я могу сделать вот в следующие 15 минут? Понимаешь? И замечай уже свои маленькие победы. Ты их не замечаешь. Вот эти маленькие победы, они складываются в большие изменения. Ну и самое главное, конечно, не пытайся перевернуть все сразу. Один, как говорится, фронт выбери и работай по нему. Давайте перейдем к третьему варианту.
троечки у нас мечтательницы. Первая карта сигнификация, остальные парно читаем. Кто ты, что ты за человек? Ты мечтательница. То есть ты человек, который верит в лучшее, даже когда все жопошно. У тебя внутри огонек. Ты умеешь мечтать, ты умеешь красоту в мелочах видеть. Но сейчас ты немножко потерялась. Ты как будто забыла, куда идти. Ты много отдаешь другим, а сама ты остаешься в тени. Поддержку даешь подругам, там родным помогаешь, а про свои желания ты молчишь. И тебе просто страшно признаться даже самой себе, чего ты на самом деле хочешь. И от этого у тебя просто пустота внутри и ощущение, что жизнь мимо проходит. Ты сильная, положиться на тебя можно там в тяжелых ситуациях, но своих слабостей ты не показываешь, а это выматывает. Ты же девочка, и ждешь знака, чтобы наконец-то выдохнуть, разрешить себе быть не идеальной, но знак не будет. Ты заслуживаешь сейчас простых радостей, там выспаться без тревоги. Нет сказать без вот этого чувства вины. Денежки потратить там на себя, там на новую сумочку без всяких оправданий. Твой главный ресурс — это то, что ты видишь свет даже в полной темноте. Но этот свет направить пора уже на себя. Какое событие поворотным будет? Ну, знаешь, будет такое предложение, которое изменит твой доход и твой образ жизни. Речь про работу. Тебе или шанс дадут, от которого ты не отмахнешься, и это не будет там лотерейка какая-то, это будет результат твоих действий. Ты повышала квалификацию, ты сохраняла контакты, хотя казалось то, что зря тратишь время. И сейчас придут конкретные цифры и условия. Не быстро, не сразу, но стабильно. Тебе предложат там на новую должность перейти или заказ дадут, который станет постоянным доходом. Главное, что ты будешь сама управлять вот этим всем. Это потребует дисциплины. Не срывать сроки, четко там деньги считать, не отвлекаться на всякие там пустяки. Но через годик ты вот оглянешься назад и поймешь, что вот это все было началом новой жизни. Денег хватит и на переезд в лучшее жилье, и там лечение, и обучение ребенка там где-нибудь. Ну, подороже, я имею в виду. Ты перестанешь выживать и начнешь планировать, потому что с самого начала ты слушала и делала, что я говорю. А я много раз говорил, квалификацию повышай. И вот это твой расклад, кто меня послушал. Какие сейчас предпосылки, что это событие произойдет? А знаешь, предпосылки в том, что ты уже начала убирать лишнее из жизни. Отказалась от работы, которая тянула энергию. Токсичные отношения ты тоже выкинула. И сейчас ты не ждешь одобрения, чтобы что-то сделать. Ты действуешь как лидер. Вот я тебе год назад говорил, твое — это лидер, и ты послушала меня. Поэтому тебя стали чаще звать на важные переговоры, доверять ключевые задачи. Ты больше не разрываешься между вот этим «надо» и «хочу». Выбрала одно направление, и ты его качаешь, как я и говорил. Закрыла долги, разгребаешь документы, написала там бывшему, чтобы он шел в огород копать картошку. Это мелочи, но они создают пространство для нового. И ты просто перестала мириться с тем, что тебя больше не устраивает. Поэтому высвободилось время, силы. И вот жди письмо или вот звонок с предложением. Будь готова сразу детали спрашивать, а не на ходу соглашаться. Торгуйся. Какой совет? А простой. Перестань себя терзать и решение по ситуации прими. И ты знаешь, о чем речь. У тебя ситуация висит, которая
уже долго висит, месяцами. И это отношения с человеком, которые зашли в тупик. Хватит откладывать на понедельник. Выдели вот там час, да, сегодня, и напиши план, как ты это все сделаешь. Разбей на 3 шага. Там собрать документы, позвонить куда-то в банк, назначить дату разговора. Вот это все. Не просчитаешь ты все риски. Действуй. Как только закроешь вот это висящее, у тебя освободится энергия для нового. А потом встреться там с теми, кто тебя поддерживает. Не для жалоб, а для праздника. В кафе сходи, купи тортик, устрой там вот этот девичник с подругами. Тебе нужно вспомнить, что ты не одна. Радость, она же возможности притягивает. Но сначала разберись вот с тем, что тебя гложет. Если метаться продолжишь, то упустишь шанс. Реши до конца недели все. И всегда помни, что дед всегда рядом.